Что такое дрессировка собак? Я дам вам теоретическое объяснение тренировки, а затем более простое объяснение, понятное каждому. Чтобы лучше понять этот термин, надо сначала объяснять и понять, что такое рефлекс и как он формируется, ведь в основе поведения собаки лежит деятельность центральной нервной системы, которая проявляется через рефлексы. Итак, дрессировка собак – это систематическое, постоянное и поэтапное воздействие на центральную нервную систему собаки с целью выработки или формирования определенных условных рефлексов с помощью безусловных рефлексов, инстинктов, при наличии раздражителя. Мы также называем их стимулы. Эти раздражители, которые после многократной ассоциации с безусловным раздражителем со временем приобретают свойство вызывать ту же реакцию, что и абсолютный раздражитель, с которым он был связан. Дрессировка собак включает в себя обучение собаки реагировать на определенные команды и сигналы, а также действовать самостоятельно сознательно, изменяя свое естественное поведение. Другими словами, дадим объяснение для формирования рефлекса команды «ко мне» или для обучения собаки заходить в клетку. Мы будем использовать условный раздражитель, вербальную команду «ко мне» или определенный жест, который мы будем использовать каждый раз для этой команды, за которым должен последовать безусловный раздражитель, еда, дергание поводка, ласка. В случае с клеткой мы будем использовать любую команду, которую захотите, важно использовать ее каждый раз. Я использую команду «вперед» вместе с жестом пальца в направлении клетки. Таким образом, любой рефлекс должен пройти следующие стадии. 1. Рецепторы собаки воспринимают информацию визуально, в случае жестов, и слухом, в случае вербального стимула, ко мне, который поступает с помощью чувствительных нейронов, рефлекторный центр. 2. Рефлекторный центр, анализируя информацию и связывая ее с предыдущим опытом, который, конечно же, был положительным и собака получила вознаграждение по душе, дает команду мотонейронам выполнить определенные действия, в нашем случае собака движется к нам, или пойдет в клетку. 3. Очень важно, чтобы собаку вознаграждали, как только она выполнила нужные нам действия. И мы не должны забывать о систематическом и поэтапном воздействии на центральную нервную систему собаки. Мы не ходим с первого дня в 12 класс. Мы не просим собаку выполнить то, чему она еще не научилась. Первые опыты формирования рефлекса у собаки должны быть положительными. Именно поэтому категорически запрещено щелкать или применять силу, чтобы заставить собаку выполнить то или иное упражнение. То же правило рефлекторной дуги действует и в обратном направлении. Как говорится, палка имеет два конца. Точнее, если мы даем собаке команду войти в клетку, и мы заставляем ее силой войти в него. У собаки возникает негативная ассоциация с клеткой, и в следующий раз, когда она увидит клетку, она будет ее избегать, не говоря уже о желании войти в нее. Таким образом будут сформированы все остальные команды. Мы будем использовать положительную сторону рефлекторной дуги, а не наоборот. Запомните, условные рефлексы формируются только при достаточной возбудимости собаки. Например, при выработке условных рефлексов на пищу, формирование рефлексов осуществляется в условиях повышенной возбудимости пищевого центра, собака должна быть голодна. В других условиях условные рефлексы либо не формируются совсем, либо формируются медленно и с трудом. Мы не даем собаке кушать, а затем выводим ее на дрессировку. Результаты будут близки к нулю. Поэтому важно с самого начала установить, какие стимулы мы будем использовать для формирования рефлексов. В своем предыдущем видео я рассказал о стимулах, используемых при дрессировке, и о начальных этапах дрессировки собак. Я скоро вернусь с новыми видео о дрессировке. Оставайтесь на связи. Всем пока!